уважаемые зрители! Вы на канале «Зеленая комната». Меня зовут Валентина, оператор Игорь Иванович. Здравствуйте, товарищи. Мы находимся в Швейцарии уже. Чем нас встретила Швейцария? Вот такой погодой. Все выгорело, все сгорело, засуха невероятная. Такого не было никогда. Вот за 26 лет жизни мы живем, такого еще не было. Лес, посмотрите, все деревья коричневатые. Наша зеленая, вот эта трава, которая находилась возле дома, сгорела. Ее уже нету. Вот это да. Да, и вот эти вот деревья, у них обычно листья огромные, но так как недостаточно влаги, листья вот такие вот, это планктаны, такие красивые деревья, красивые листья, у них как лопухи при достаточной влажности. Ну, так как вот так. Ну что, ребята, везли мы все, привезли, кое-что еще подкупили. И вот я хочу вам представить свои новые экземпляры, то, что я приобрела. То, что, конечно, у меня и было, вот такая вот, у меня был вот такой кактус. Это называется кактус «Белое привидение». Он у меня, как вы все знаете, погиб. Я пыталась его любыми путями укоренить, но у меня ничего не получилось. Он просто гнил. Вот и все. Ну, так как я там увидела, в этом Флора Нова, кстати, очень прекрасный садовый центр, вам тоже очень понравился, судя по комментариям. Прекрасный центр, и мы там купили вот такой вот кактус за 57 евро. Вон цена, я еще не убрала. Он находится в вулканической породе. Вот такие вот камешки там. И чем меня очень радует, что он немножко еще подрос. Мы его купили в июне. И так как вот он стоял на погоде, в красивом солнце, и он подрос, посмотрите. Вот эти свежие, светло-зеленые, это подросток. Я его ничем не удобряла, только поливала и совсем немного. Ну, конечно, зависит все от времени года, времени суток и от солнца. Любое растение растет. Дальше, вот такой вот я купила. Сансеверию, серебряное пламя. Тоже уже вместе с отростками. Прекрасно. Вот эти стрипы мне очень нравятся. Вот видите, она белыми пятнами. Она прошла уже у меня санитарную обработку, как и все тут находящиеся. Но еще придется один раз пробрызгать. Я уже, наверное, рассказывала, когда покупаете сансеверию, обращайте внимание на середину. Если вы увидите оранжевые пятна, убегайте подальше, не покупайте. Это там будет красный клещ такой. Он съедает растения, начинает с корней. Ну, эти растения все очень. Посмотрите, серединка какая хорошая. Нету пятен, Валя, там. Нету, да. Дальше. Вот такой вот Golden Flamme я купила. Ну, цены я уже не буду называть. Ну, в принципе, я уже купила это. Ну, то ли за 8 евро я вот это Golden Flamme купила, то ли за 9. Тоже здоровое, прекрасное растение. Вы посмотрите, какой узор. Покажите, Игорь Иванович, ближе. Вы посмотрите, какой прекрасный узор у нее. Ну, немножко покоцанная, но поэтому она немножко, ну, как это, не испорченная. Ну, это видно, или при транспортировке что-то случилось, или что. Но это так бывает. Ничего страшного. Бывает, если по посылкам приходит, еще в худшем состоянии. Дальше вот тут у него тоже уже 2 отростка больших. Это растение у меня пойдет на пересадку, как и это, потому что они уже выдавливают горшки. И этот все время падает у нас. Вот он, видите, он как растет криво. Вот. Ему там места мало, Валя. Да, ну ничего, я его устрою. Дальше это у меня кто? Робуста. Прекрасная. Посмотрите, какой красивый узор у нее. Видите? Вот такой вот светлые листья свеженькие у нее. И вон маленьких уже второй появился. Видишь, Игорь? То был один маленький, а сейчас второй уже появился отросток. Тоже. Но сейчас я не буду пересаживать ничего, потому что стоит жара. И будет на следующей неделе еще жара. Смысла абсолютно никакого нету сейчас пересаживать, потому что он просто погибнет. У меня и так, вы знаете, сансеверия
бабочка подточила, у меня их было много, стало наполовину меньше. Но это же только одна сторона концепции. Вторая, что по такой жаре лень просто. А, Валя? Очень лень. Я по себе знаю, поэтому... Не, я ну а как, думаю, на балконе пересаживать тут невозможно. Если на улице плюс 38, на балконе, наверное, все 40. То, что кругом стекло. Я ж в этом году даже ни одно растение практически не выставила. Потому что я боялась, что я приеду и будет тут овощной суп-пюре. Потому что оно сварится. Дальше. Вот такой вот массаниана. Тоже она детенышем уже. Вот эти массанианы есть очень крупные. Я видела на Канарах огромные листы по полметра. Но это пока еще маленькая. Но посмотрим, как она дальше будет расти. Тоже требуется пересадка. Потому что горшок там сломанный. Ну, посмотрим. Пока еще ничего не будем пересадить. А это вот такая маленькая сансеверия. Это называется торнадо. У нее, посмотрите, внутри какие красивые листья с полосочками вот такими вот. Тоже 2 детеныша у нее и тоже требуют пересадки, потому что он пересыхает моментально. Они все находятся в кокосовом субстрате. А вы знаете, в кокосовом субстрате практически нет никаких минеральных веществ, ни удобрения, ничего. То есть я уже поливала с удобрением, но это как, знаете, воздух полить. Дальше. А вот это хоя. Откуда ты знаешь? Ну как? Не успеваю уже за Игорем Ивановичем. Это называется хоя фреклис сплэш. Видите, у нее чуть-чуть красненькие. Вот такие рождаются новые. И хорошие у него. Вот еще будет этот маленький листик. Вот. И ус уже пойдет длинный. Очень быстро растет, я вам скажу. Я когда его купила, у него было... Ну, может, вот эти были маленькие, вот это вообще не было. И он, видите, уже на глазах. Ну, потому что он стоит на большом свету. Это, конечно, я очень рада хоям. Ну, вы не обращайте внимания, тут тоже белые разводы. Это из-за того, что также я его побрызгала специальным средством. Средство я вам показывала. Мы в Испании на балконе, если вы помните, я показывала там, что я еще купила. Потому что мы купили много растений. Ну, как много, нормально. Вот. И показывала вам на балконе средства, каким я брызгала. Действительно, функционируют. Очень хорошие средства. Если кто едет в Испанию, покупайте там. Орхидейка вот это. Ну, орхидейка, это, вы помните, я делала вот такую почку. Вот, покажите ближе, Игорь Иванович. Вот такую почку отковыриваете немножко. Я одевала это алоэ вера, лист. Вот сюда. Приклеивала его этим клебобанд как бы скотчем. Вот. И этот скотч держал ее, и она была во влаге. И почка увеличилась. Потом, когда эта алоэ вера засыхала, я ставила новую. И вот что получилось. Я получила новую орхидею. Листочек маленький, но уже с цветком. Интересно. У нас, Игорь Иванович, прибыль. Очень интересно. Вот, ну ее надо пересаживать, но опять же жара, ничего не буду трогать. Я ее так поливаю, вроде хорошая, так все, и листья хорошие. Ну, посмотрим. Дальше переходим. Это хоя линеарис, прекрасная. Я еще видела, у нее есть где-то цветонос, но я вам ваше время сейчас не буду затрагивать, показывать цветонос, но я мечтала об этом давно растение. У нее листья вот эти вот как бархатные, велюровые даже можно сказать. Прекрасное растение, висит, и оно очень эстетично в квартире. Дальше. Вот такая хоя, у меня одна такая есть. Это Crimson Queen. Вот, видите, какой она уже длины. Растет быстро, ничего не требует. Также полив у нее был, также обработка, если можно увидеть. Все они прошли, конечно, обработку большую. Вот. И я очень довольна, что у меня теперь такая длинная хоя. У меня не маленькие хои. Те я покупала маленькими, и они сидят. Потому что закрыли жалюзи, нету солнца. Вот это вот все, что тут, стояло на полу. И там было светло им. А это вот висит в моей зеленой комнате, повесила, и там нету солнца. Вот. Ну, сейчас она у нас на балконе вот так
трепыхается сама по себе. Ну, а вот этот мы вам показывали уже. Это как молоча, его еще по-другому назвать. Но это варигатный кактус. Замечательный. Он у меня тоже такой же погиб. Ну, я буду теперь знать, что у него... Ну, у него мне не нравится грунт. Очень быстро пересыхает. Вот там чуть-чуть сверху кинули вулканическую породу. Но этого недостаточно. Потому что он быстро пересыхает. А когда мы везли его, вот эти вот все кончики, вот эти вот коричневые, видите, они как подсохли. Да и он на балконе у нас стоит, сохнет и сохнет и сохнет. Ну, еще у нас очень большая радость. Я хочу с вами поделиться и сказать, что у нас наконец-то родился внук. Мы молчали, не хвастались, ждали этого момента. 9 августа родился наш Ванечка. А вот кроватка для него. Вы же помните, Игорь Иванович, он сильно хотел детей, как вот видно было по его видео, он детей снимал. И когда мы приехали в роддом, он внука как взял на руки, так и не отпускал, не дал никому понянчиться. Нас туда уже быстренько отправили с роддома. Ну, Игорь Иванович нанянчился. А теперь мы нянчимся. Эту кроватку зять нам купил. Когда они едут там закупаться или еще что-то, они оставляют ребенка нам. Ну, все как впервые, я вам скажу, все как в первый раз у нас. Замечательный наш Ванечка, и мы рады, мы счастливы. Ну вот, ребята, похвалились, мы живем, все хорошо, все у нас, отпуск прошел замечательно, чего и всем желаем. Чего и вам желаем, действительно. Да, всем. Вот, мы уже чуть-чуть облезли, уже не такие коричневые, как были. Ну, мы больше ходили, ездили, для вас видео снимали. Я думаю, вы оцените это по достоинству, нашу работу. Мы старались, и думаю, вам все понравится. Все. До До свидания. свидания. Прекрасного вам дня и мирного неба. Все, мы вам это всем желаем. Для всех, кто ищет капельку уюта, кто сердцем любит сада красоту, откроем дверь, где каждая минута похожа на заветную мечту. Здесь пахнет мятой, солнцем и землею, и чашка чая греет нам ладонь. Мы этот мир построили с тобою, в нем не угаснет трепетный огонь. Зеленая комната, наш тихий рай, где сердце поет и не знает печали. Ты двери в наш мир поскорей открывай, который мы трепетно так создавали. Сплелись ладони, как побеги нежные, и этот рай должны мы вместе уберечь. Среди листвы ласкает взгляд надеждою, тепло простых и самых нужных встреч. Зеленая комната, наш тихий рай,